Друзья, тут нет ничего интересного. Смотрите лучше другие наши видео. Интересное можно найти всегда. Интересное оно в подаче, а не в видео. В контексте. Здравствуйте, дорогие друзья! Это прямой обзор с нашей палатки. То есть место действия, где я сейчас снимаю, это наша палатка. Здесь мы живем. У нас парни живут с парнями, а девушки живут с девушками. Так. Доброе утро, друзья! Меня зовут Игорь, и сегодня я решил исправить нашу небольшую оплошность и снять видео по поводу того, как мы вообще здесь живем во время стройки. А то в основном видео носит технический характер, то есть мы рассказываем о том, как происходит процесс стройки, что вообще на нем, то есть из чего что крепится и так далее. Нет, не то. Доброе утро, друзья! Меня зовут Игорь, и сегодня я хочу исправить нашу небольшую оплошность и снять видео по поводу того, как мы вообще живем на стройке. То есть на стройке нашего катамарана, разумеется. Место действия тоже заслуживает отдельного внимания, потому что площадка находится в детском лагере Робинзонада. Детский лагерь располагается в Валдае. Валдай — это заповедный край. Край озер его еще называют. И действительно так, потому что здесь, я думаю, самая большая концентрация озер вообще в России. Вот здесь вот рядом с нами озеро, то есть мы на берегу его как раз строим. Озеро называется Вильё. И буквально там в километре уже другое озеро. Так, тоже что-то дичь. Так, небольшой обзор нашей палатки. Все как есть, я даже ничего не меняю. Тут у меня тетрадка, мои ноги. Вот у нас здесь немного холодно. Тут, кстати, Wi-Fi роутер. Иногда вот здесь хорошо ловит, иногда здесь. То есть, такая вот нехитрая система. Обогреватель. Потому что здесь сейчас на улице где-то +5 и достаточно холодно в палатке. В принципе, здесь уютненько, тепло, хорошо. Добрый день, друзья! Это обзор. Вот это вот вы видите пенка. Мы закрыли окно для того, чтобы ветер особо не задувал и не было сильно холодно. Вот здесь вот спит Вова, вот его спальник. Здесь вот сплю я. Моя одежда. Я традиционно раздетый. Правда, не стоит об этом. Такой вот коридор. Здесь в коридоре находится в основном то, что нам нужно по работе. Трос, там, всякие системы, крепежи и так далее. Ловина гитара. Правда, мы ее ни разу не расчехлили. Иногда особо мрачными вечерами мы с Вовой играем в Герои Третьи. Как выяснилось, это наша такая общая игра детства. Мы просто садимся в часов 8 и играем прям до глубокой ночи, бывает там до 5, до 6 утра. Но это очень редко, потому что это долго. Просто приятно иногда вспомнить прошлое. Тем более хорошая игра, всем рекомендую. Ух! Сегодня у нас стоит лютый ветер, поэтому я страхую камеру, чтобы она не упала. Вот это я портовый, если она еще работает.
Да, работает, ё-моё. Ух, блин, что делать-то? Найс. Интуиция меня никогда не подводила. Блин, вообще нежданчик, конечно. Я надеюсь, это не попадет в главное видео. Доброе утро, друзья! Меня зовут Игорь. Я хочу с вами поделиться секретами моего бодрого утра. Так, первый момент это... Первый момент это закалка. То есть я окунаюсь в эту воду 5 раз. Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока. Затем после этого я приступаю к физическим упражнениям. Утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Тренировка построена таким образом, что она у меня круговая, то есть я без передыха сразу начинаю делать другое упражнение. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. И если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб... Третье завершающее упражнение это приседание. Обычно я их делаю на том месте, где стоит камера. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем придется, водными займитесь процедурами. Такими вот приседаниями я прорабатываю всю ногу, потому что я поднимаюсь еще на носке, и за счет этого, в отличие от обычных приседаний, здесь задействуется икроножная мышца. Еще жестко сбивается ягодичная. Таким образом, 3 круга подряд я совершаю для того, чтобы просохнуть и согреться. Сегодня стоит просто лютый ветер, поэтому холодно. Но обычно не так холодно, конечно. Обычно мне даже тепло. Красота среди бегущих первых нет и отстающих бег на месте общепримиряющий. Так, первый секрет настоящего бодрого утра – это динамическое упражнение, которое позволит вам проснуться. Для меня это колка дров. Для вас в городе или где вы еще можете находиться, это может быть пробежка или что-то другое. Сами выбирайте, что вам будет более приятно. Где топор? Здесь есть 2 важных момента. Первый – это нужно немножко разогреться перед этим. И второй момент – это колоть нужно быстро, чтобы это была динамика, а не статика или там еще что-то. Весь мой долгий период колки, лишь один раз мне в голову таки прилетела такая штука.
Но это было не сильно, и я посмеялся. Хорошо, что в камеру ничего не пролетело. Так, с вами рубрика кулинарная, и сегодня я вам покажу, как достаточно из простых ингредиентов сделать такой бомбезный ужин. Так, основные ингредиенты у нас сегодня это сыр, яйца, где-то штуки 3 на одного человека, макароны и главный ингредиент это кетчуп. Вначале я поджариваю макароны. Они тут слиплись, пока стояли, потому что они здесь уже денек второй, третий стоят. Масло. Конечно, без масла все пригорит. Макарончики. Получается очень сытный ужин. Реально, переедать я не фанат. Я их стараюсь обжарить до корочки. Пока жарятся макароны, я взбиваю яйца. Вова уже поел, поэтому потребуется 3 яйца. На меня. Вилочка. Сейчас я за ней двигаю. Так, мы взбиваем полученную массу. Затем добавляем кетчуп. Вот так вот мы его добавляем. Добавляем вообще все, что осталось. Немного соли. Еще раз взбиваем. Есть еще вариант с помидорами, то есть вместо кетчупа просто там жаришь помидоры, но с кетчупом мне даже больше понравилось. Пока жарятся макароны, можно потереть сыр. Надо немного, там грамм, наверное, 50. Так, в целом макароны уже достаточно поджарились. Можно добавлять нашу смесь яиц с кетчупом и немного соли. Так, я выливаю эту смесь сюда и затем сразу же перемешиваю. Выглаживаем, просто, чтобы красиво было. По фэншую. Теперь мы ставим медленный огонь, накрываем все это добро крышкой и на минут 10-15. Итак, спустя, получается, минут, наверное, 8, оно у нас уже дошло вот до такого состояния. В этом состоянии я уже выключаю огонь. Сейчас я кидаю сначала сыр, распределяю его равномерно, то есть по всей плоскости омлета. А теперь выключаем огонь, накрываем все это добро крышкой, я накрываю полотенчиком, и еще минут, наверное, 5 это все должно дойти. Та-дам! Вот это вот, короче, кусок в разрезе, чем-то даже похоже вот на пиццу. Красиво и вкусно. Что ж, попробуйте повторить. Всем приятного аппетита. Всем спасибо, приятного вечера и до следующей встречи на наших видео.